Есть один библейский парадокс, который преспокойно укладывается у верующих в голове. Я бы его назвала так: Бог верен, но это не точно. Чтобы разъяснить его вам, мне немножко придется окунуть вас в библейскую терминологию и разные стихи. Одна из важнейших тем в богословии, да и в практической жизни любого христианина, это обетование или обещание Божье. Почему оно так важно? Если вкратце, обетование – это то, на основании чего строится вера, без которой Богу угодить невозможно. Просто верить в Бога ради самой веры – такого в Библии нет. Многие библейские герои, да и весь народ израильский, получали свое обетование от Бога, и именно по вере в это обетование угождали Ему. Первое обетование получила Ева в первой книге Бытия 3:15. Последняя книга Откровения также полна обетований, самое главное из которых «А вот-вот уже грядущем Иисусе». И все проповедники в унисон с Библией призывают верить библейским обетованиям всем сердцем. То есть у меня должна быть стопроцентная уверенность в том, что Бог исполнит то, что Он пообещал в Своем Слове. Также и просить о чем-то в молитве нужно с верою, немало не сомневаясь. Иакова 1:6. Мы не должны колебаться в обетовании Божьем, Римлянам 4:20, но быть вполне уверены, что Он силен исполнить обещанное, ибо верен обещавший, Евреям 10:23. И вот теперь это верен обещавший. Давайте соотнесем с тем, что написано в Евреям 11:13. Все сии умерли в вере, не получив обетований. То есть ты можешь верить, но не получить обещанного. Бог, несомненно, верен, но то, что Он пообещал, Он по своей суверенной воле может и не исполнить. Одни получали обетование, как это сказано в Евреям 11:33, а другие не получили обещанного. И вот вопрос: как же мне теперь верить, немало не сомневаясь, в то, что может и не исполниться? Ефесянам 6:2. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Но это в теории слова, а на практике как? А как угодно, так, как бывает в жизни, а не в книжке с обетованиями. В реальности закон сеяния и жатвы срабатывает далеко не всегда. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. Это было подмечено мудрым Экклесиастом и записано в 7 главе 15 стих и 8-14. Как правило, верующие начинают подозревать, что этот закон срабатывает от балды, когда сталкиваются с кризисом в своей жизни. Как, например, этот украинец, чей город оказался под обстрелом. В общем, получается, что платил ты налоги, не платил налоги, вел праведную жизнь или был нечестивцем, был законопослушным гражданином или был в криминале, не имеет значения во время войны. Всех под одну гребенку, и все люди, проживающие, мирные люди, я имею в виду, проживающие в Харькове, стали заложниками этой ситуации. Выехать фактически люди не могут, потому что то, что договорились кто-то с кем-то, это одно, но реально совсем другая. Очереди стоят уже в посад. Я выехал посмотреть, куда можно пойти продуктов купить, потому что продуктов нет. То есть ты вовсе не обязательно будешь благословляем, а грешник проклинаем, как это красочно расписывается в 30 главе книги Второзакония. Поэтому, читая Псалом 127, надо помнить, что даже если ты боишься Господа и ходишь путями Его, ты вовсе не обязательно будешь есть от трудов рук твоих, и будет тебе благо. И жена твоя может вовсе не быть, как плодовитая лоза в доме твоем.
Ведь ты легко можешь оказаться тем, кому Бог, как некоторым героям веры, предусмотрел нечто лучшее, только не здесь, а в загробной жизни. Это, конечно, очень отрадно, но вопрос остается открытым. Как верить сей час, немало не сомневаясь в обетовании, в исполнении которого никто тебе никакой гарантии не дает? Заметьте особо, я сейчас не возмущаюсь тем, что Бог может мне ничего на этом свете не дать из обещанного в своей книге. Я спрашиваю, как можно базировать свою веру на обещании, которое Бог без объяснения и предупреждения может не исполнить? Согласна, Бог суверенен и не обязан ни перед кем отчитываться в своих действиях. И Он там в вечности, несомненно, всем воздаст по заслугам. Чем, кстати, и успокоился Асаф в 72-м псалме, тоже заподозривший несостыковку объективной реальности с библейской. Но как мне сейчас угождать Ему верой в Его незыблемое слово, если оно исполняется 50-50? Как строить отношения с тем, кто по своей суверенной воле может пообещать, а потом передумать? Понимаете, вот у меня далеко не самый идеальный муж, но он в практике жизни больше отвечает за свои слова, чем Бог. Писавший Библию эту несостыковку, ожидания и реальности, тоже улавливали. Потому-то стихами о терпении и ожидании щедро посыпаны многие книги Библии. Терпение даже стоит на первом месте в списке признаков апостола во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 12 стих, и является одним из составляющих плода Духа. То есть, если ты апостол и ты духовный, ты в первую очередь превосходный терпила. И действительно, очень важно подобными стихами перестраховаться, потому что христианин живет такой, отказывается от всего, чтобы приобрести Христа, а результата ноль, или вообще в минус уходит по всем параметрам. И тут у него появляется много трудных вопросов к верхам, а ему сразу раз в пример терпения Иова, или слова из Евреям 10:36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Или там же, чуть выше, как красиво сказано: «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Ну как тут не потерпеть и не успокоиться до очередного кризиса веры? И таких стихов море. Они убаюкивают и утешают вопрошающий разум, как пустышка плачущего младенца. И так вполне можно протянуть всю жизнь. Большинство обетований не имеют определенного срока годности или вообще направлены в вечную жизнь. А то, что должно было исполниться уже, но еще не исполнилось, объясняется желанием Бога поупражнять человека в терпении, испытать веру или научить чему-то, а то и вовсе перекладывается вся ответственность на самого человека. Бог верен, а если что-то у тебя не складывается, значит, сам не вполне верен был. И кто тут сможет возразить? Ведь нет праведного ни одного. Христианское богословие здесь успешно подстраховалось на случай всех неудобных вопросов. Верующих, слушающих это, спешу убедить, что я не затаила никакой обиды на Бога из-за того, что Он мне чего-то не додал в этой жизни. Я атеистка, и сейчас я могу обижаться на Бога не больше, чем на угол дивана, о который ударилась. Хоть мне и жаль 20 лет, потраченных на религию и служение Богу, но я не могу ни на кого обижаться, даже на саму себя. Ведь вера – это не выбор, а стечение обстоятельств в жизни и в мышлении. Возможно, мне нужно было быть более умеренной в своей вере, надеяться на Бога, но и самой, как говорится, не плашать. Но моя проблема была в том, что я верила всем своим сердцем.